Миллиардер Генри Уэллс сидел в черном Роллс-Ройс у бизнес-холла Skypoint, когда к машине подошла дряхлая девушка в рваном плаще. Она заглянула ему в глаза и спокойно проговорила: «Ваша жена жива». Сердце Генри застучало так громко, что заглушило уличный шум. Ведь 2 года назад Эмили Стоун официально погибла в авиакатастрофе. Он закрыл глаза, затем открыл и потребовал ответ: «Кто вы? Что вы знаете?» Девушка вздрогнула, но не отступила. «Если хотите правду, приходите ночью на станцию Олдтаун», и растворилась в толпе. Ночью Генри пришел на заброшенную платформу. В полумраке его ждала та же незнакомка с потертой папкой. «Эмили была в том самолете, но она выжила», — сказала она. Ее забрали в частную клинику за границей, ей стерли память. В папке были фотографии. Женщина в больничной койке, бинт на голове, ее черты совпадали. Генри не мог дышать. «Почему вы мне это говорите?» – прошептал он. «Потому что за ней охотятся те же люди, кто довел меня до нищеты», — ответила она и исчезла снова, оставив его с новой надеждой и жгучей тревогой. Утром Генри собрал небольшую команду, личную охрану и частных сыщиков. Через несколько часов их бизнес-класс мчался в Лёйдентон. В папке был адрес клиники Сан-Форест. Поделав документы, прикинулись персоналом и пробрались внутрь. В палате 507 он увидел Эмили. Та сидела у окна и смотрела в сад, но в глазах пустота. Она не узнала его. Когда он назвал себя мужем, медсестра грубо вывела его в коридор, пригрозив полиции. Генри понял, ее держат против воли. И клятву, которой хватило бы на войну, он произнес про себя: «Я верну тебе память, даже если придется разрушить всех, кто стоит между нами». Расследование вскрыло больше. Эмили — единственный свидетель крупного политического скандала. Ради ее молчания организовали инсценировку гибели и переправили в клинику под чужим именем. Генри начал действовать системно. Финансовые атаки на связанные фирмы, давление через связных в Европе и Азии, сбор компромата. Ночью, когда план оказался готов, команда инсценировала побег. Переодевшись в санитаров, они вынесли Эмили из палаты и увезли в безопасное место. Пули просвистели рядом. Один охранник погиб, прикрывая бегство. На частном самолете они вернулись в дом в Стоунхейвене. Эмили молчала, шепча бессвязные слова, пока однажды не произнесла имя Генри и слово, которое вернуло ему надежду. Он сжал ее руку и пообещал вернуть память, свободу и отомстить тем, кто это сделал. Это только начало.